для ныне живущих поколений азербайджанцев, вне зависимости от того, в каком уголке мира они бы ни находились, слово «Ходжалы» стало нарицательным. А сегодня здесь очень много молодежи, и я искренне рад тому, что наша молодежь растет патриотичной и понимает те цели и задачи, которые ставит наш уважаемый президент перед нашей молодежью. Слово «Ходжалы» олицетворяет собой беспредельную несправедливость и бесчеловечность. Именно через него азербайджанский народ переживает самые страшные проявления тех жестокостей, которые в современном гуманитарном праве определяются как преступления против человечности. Выставленные здесь, на этой выставке, работы не требуют перевода на какой-нибудь язык. Вглядитесь в них, и вы сами увидите выражение боли азербайджанского народа. На долю нашей страны выпал горький жребий. В конце 20 века не понаслышке, не по сообщениям информационных лент, а на собственном примере познать ужас политики этнических чисток и актов геноцида. Страшным кровавым деянием в этом ряду стала варварская расправа над гражданским населением азербайджанского города в Карабахе Ходжалы. Это преступление не поддается никакому человеческому объяснению и не имеет никакого оправдания. Это лежит за пределами всякого права и любой морали, является надругательством над заповедями всех мировых религий. Имеющиеся документальные свидетельства трагедии невозможно воспринимать без содрогания разума и боли в сердце. Сегодня, благодаря фонду Гейдара Алиева, здесь вместе с нами присутствуют дети, которые пережили ходжалинскую трагедию. Они здесь сегодня среди нас. Среди нас сегодня удивительная женщина Насиба Хабибулина, у которой муж, азербайджанец Ильхам Сафиев, погиб смертью храбрых в Ходжалах. Сегодня она сама живет в маленькой деревне под Читой, но она приехала сюда, и сегодня она рядом с нами, потому что мы всегда должны чтить и помогать людям, которые пережили этот кровавый ужас и познали всю эту страшную трагедию на себе. Поэтому наша задача – помогать им всем, чем мы можем. И, возможно, самый главный вопрос в этой связи – как такое могло произойти в конце 20 века? Как это соотносится с наличием глобальных международных организаций, многочисленных конвенций? И почему мир, по большому счету, воспринял факт геноцида в Ходжалы как очередную новость, как очередную молнию в неумолимом новостном потоке, а по происшествию недолгого времени предпочел и вообще не акцентировать внимание на этом событии? И тут вспоминается известный афоризм: «Не бойтесь врагов, в худшем случае они могут убить. Не бойтесь друзей, в худшем случае они могут предать. Бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются на земле все предательства и убийства». К огромному сожалению, мир старается остаться равнодушным к трагедии Ходжалы. И сейчас, когда в разных странах происходят взрывы, гибнут десятки, сотни людей, льется кровь, полыхают целые регионы, охватываемые раковой опухолью кровавого террора, когда впервые после Второй мировой войны в Европу хлынул массовый поток не просто мигрантов, а беженцев, спасающихся от ужасов войны на Ближнем Востоке, не являемся ли мы свидетелями другого крылатого выражения Хемингуэя: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Сама жизнь вновь подтверждает вековечную истину: неосужденное преступление рождает все новые и еще более тяжкие рецидивы. А поэтому я хочу подчеркнуть, что сострадание к трагедии Ходжалы, ее безусловное порицание должны быть не только заботой нашего народа, но и морально-правовым выбором всех людей доброй воли. И в этом плане я хочу сказать огромное спасибо Лейле Ханум Алиевой, которой ведется огромная работа в рамках «Справедливость Ходжалы» инициированной кампании. Казалось бы, вот эта хрупкая, красивая женщина, которая могла бы спокойно жить при тех условиях, которые у нее есть, она всю свою деятельность посвящает тому, и она в своем коротком выступлении перечислила ряд достижений на этом пути, когда уже в мире начинают поворачиваться лицом к этой трагедии и начинают понимать, что это надо осудить
для того, чтобы в дальнейшем никогда такая трагедия ни в одной стране мира больше не повторилась. Как посол, как деятель культуры, как человек старшего поколения и, наконец, как представитель Карабаха, я считаю своим долгом выразить Лейле Ханум свою огромную благодарность, признательность за то, что она делает для того, чтобы мир узнал о трагедии Ходжалы и для того, чтобы мир не был равнодушен к нашей беде. И я призываю не только моих соотечественников, а всех вас присоединиться к этой кампании, чтобы торжество справедливости по отношению к Ходжалы стало вашим реальным вкладом в преодоление общемирового равнодушия и несправедливости. Это необходимо и нам, и вам, и всему человечеству, чтобы остановить все громче звонящий по современному миру колокол. Такое ощущение, что мир подходит к последней черте, и пока не поздно, надо опомниться и оглянуться назад. Чтобы из гор Карабаха доносился не заупокойный набат, а звуки тара и чаманчи, чтобы художники писали не красками крови Ходжалы, а пестрой палитры горных лугов нашего Джидыр-Дюзю. А для этого мы все должны способствовать тому, чтобы восторжествовала справедливость Ходжалы.